Приветствую вас на канале Орел без решки. Я нахожусь в одном из самых популярных и туристических мест Турции, Памуккале. В этом ролике мы с вами прогуляемся по остаткам античного города Иераполис, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подписывайся на канал, ставь лайк, а мы начинаем. Если вы путешествуете без группы, то осмотр Иераполиса рекомендуем вам начать с северных ворот. Преимуществом является отсутствие толп туристов из групповых экскурсий. Первый объект, который вам попадется у северных ворот, будет некрополь. Это древнее огромное кладбище. Могильники здесь относятся к разным эпохам существования Иераполиса и распределены в зависимости от социального статуса умершего, от высокопоставленных лиц города и героев до простых склепов обычных людей. Среди могильников также есть небольшие поминальные храмы. Также некоторые могильники знатных людей имеют форму домов. Данный некрополь является крупнейшим на территории Турции. Особенно приятно посетить это место весной, когда туристический сезон еще не начался. Прохладно, зеленеет свежая трава, и все вокруг утопает в цветении ромашек, маков и других цветов, растущих в этой гористой местности. Иераполис был построен еще во втором тысячелетии до нашей эры, но полностью разрушен землетрясением, после чего был заново отстроен в 1090 году до нашей эры. За время своего существования священный город Иераполис переходил под управление Рима, Византии и Османской империи. Был популярным лечебным курортом для состоятельных людей Рима и центром византийского епископства. Город несколько раз подвергался землетрясениям, вследствие чего был окончательно разрушен в 1354 году. Сейчас в некрополе обитают ящерицы, которые благодаря своему окрасу сливаются с надгробными плитами, и их трудно заметить. Первым сооружением, которое попадется вам после некрополя, будет базилика. Эта базилика была построена в V веке нашей эры на месте северных римских бань, которые предназначались для приехавших в город на лечение больных и располагались до входа в город. При этом самое крупное здание, называемое Калидариумом, и было переоборудовано в церковь. Кстати, учитывая, что в длину Иераполис составляет примерно 4 километра, рекомендуем вам для его осмотра взять в аренду электромотоцикл. Стоимость аренды электромотоцикла 530 лир на 2 часа. Нам для беглого осмотра города на мотоцикле понадобилось 4. За свою историю Иераполис успел побывать столицей Фригии, центром епископства, а также стать таким излюбленным местом для римской аристократии. Главные ворота города, или ворота Домициана, они были построены в честь древнего императора Домициана в 86-87 годах нашей эры. Через эти ворота люди попадали на центральную улицу города, улицу Фронтина. Она была вымощена плитами и заканчивалась около южных ворот. Даже до сегодняшних времен на камнях сохранились старые следы колесниц. В древние времена на улицы города выходили украшенные фасады домов. На сегодняшний день сохранилась лишь совсем небольшая часть древних колонн. Кстати, сразу за воротами Домициана слева располагался общественный туалет, который также украшен колоннами. В 395 году нашей эры власть над Иераполисом захватила Византия, превратив его в центр епископства. Византийцы построили свои главные ворота. Они располагаются южнее ворот Домициана. Тут за главной улицей можно увидеть и другие, менее сохранившиеся и менее значимые сооружения города, административные здания и церкви. А основным сооружением, примыкающим к главной улице, является агора – большая базарная площадь. Дело в том, что в долине Ликос, в которой расположен Иераполис, в те времена выращивали хлопок, и город развивался, в том числе благодаря торговле хлопком и ткацкими изделиями. Помимо хлопка торговали тут и шерстью и изделиями из нее. Путь от агоры к южной части города достаточно длинный, примерно 1 километр, и его лучше также преодолеть на электромотоцикле. Его преимущество в том, что он имеет крышу, поскольку даже весной в солнечную погоду здесь можно вполне получить солнечный ожог. Следующим значимым объектом является храм в честь святого Филиппа. Путь к нему идет через мост. Здесь вы уже не сможете проехать на мотоцикле, и вам нужно будет идти в гору пешком. По пути вы увидите также остатки здания восьмиугольных римских бань и еще один храм, располагающийся у подножия храма святого Филиппа. Святой Филипп – один из 12 апостолов Христа. Он принял мученическую смерть именно в Иераполисе, где его распяли на кресте вниз головой. Храм на месте распятия святого апостола Филиппа был восьмиугольной формы, примерно 20 на 20 метров. Несколько раз перестраивался, частично был разрушен неоднократными землетрясениями. Предполагается, что здесь же в храме должны быть захоронения апостола Филиппа и его сыновей,
но их могилы так и не были найдены. Визитной карточкой Памуккале является амфитеатр. Этот амфитеатр является одним из крупнейших на территории современной Турции. Размер театра поражает и сегодня – 15 тысяч зрителей. Амфитеатр множество раз пострадал от землетрясений и как минимум один раз был полностью разрушен. Однако сохранность большинства деталей весьма впечатляет. Современный этап раскопок берет начало в 50-х годах прошлого века, и работы продолжаются по сей день. Часть деталей все же отсутствует. Например, видно, что была полностью реконструирована целая колонна. Зрительный зал разделен на два яруса. Нижний ярус в настоящее время огорожен и закрыт для посещения. Расположенные на сцене горельефы, повествующие о жизни богов Артемиды и Аполлона, представляют интерес для исследователей древнегреческой и древнеримской мифологии. А мы направляемся дальше через цветущие поля Иераполиса к Плутониуму. Плутоний представляет из себя небольшую постройку с входом в пещеру. Место было выбрано не случайно. Здесь была подземная геологическая активность с выходом наружу углекислого газа. Об этих свойствах газа знали жрецы, и они использовали эти знания в своих целях. Любой несведущий здесь погибал. Священники продавали птиц и других животных посетителям, чтобы они могли испытать, насколько опасна эта территория. Сами священники также спускались в пещеру, чтобы показать, что они чудесным образом невосприимчивы к газу и наделены божественной защитой. Вход в Плутоний был замурован во времена христианства и был обнаружен итальянскими археологами в 1965 году. Ниже Плутония расположен храм Аполлона. Этот храм был построен в Иераполисе достаточно давно, еще в III веке до нашей эры. Он был крупнейшим в полисе святилищем, однако сейчас от него остались только площадка, окруженная стеной, и лестница, которая вела к подножию храма. По легенде, храм разрушился во время землетрясения, случившегося тогда, когда распяли апостола Филиппа. Далее мы направляемся к южной части Иераполиса. Путь к ней ведет через южные бани, расположенные рядом с главным античным бассейном Клеопатры. В самих южных банях сейчас находится музей. Также в южной части города располагается гимназия. Это школа физического воспитания спортсменов, которые участвовали в соревнованиях в Древней Греции и Риме, и сами южные ворота Иераполиса, построенные в византийский период. В общем, друзья, приезжая сюда, в Памуккале, в рамках групповой экскурсии, не рассчитывайте на то, что вы посмотрите Иераполис. Нам на электромобиле даже 4 часа для этого не хватило. Лучше спокойно покупайтесь в бассейне. Кстати, про то, как мы плаваем в бассейне, мы уже снимали ролик, ссылка будет в правом верхнем углу. Канал Ирил Безрешки — это все о путешествиях и жизни за границей. Подписывайтесь на канал, если тебе понравилось это видео.